Привет! В одном из своих недавних видео я показал практически половину часов, которые у меня только есть. Поэтому я решил не останавливаться на этом и, наверное, показать все часы, которые в данный момент есть у меня в наличии. Это не набор, не коллекция, но что есть, то есть. Давайте смотреть. Итак, в первую очередь, наверное, часы на моем запястье. Это Лорус. Лорус хронограф. И как раз в своем предыдущем видео я рассказывал про часы из кинофильма, который я смотрел, которые мне очень понравились. Но я не смог найти такие же, я нашел похожие. А теперь я нашел еще более похожие на эти часы. И они мне больше нравятся пока что. И чем интересны эти часы, кроме красивого внешнего вида? В первую очередь тем, что это титановые часы. Как вы видите, здесь написано титан. Titanium. Что это означает? Браслет и корпус по прочности они примерно такие же, как нержавеющая сталь, но весят они на 40% легче, чем если бы это было нержавеющая сталь. Это чувствуется. Вот. Так, поехали дальше. Так. Их будет всего 2 пока что так. И еще парочка не поместилась в коробку. Давайте по порядку. Это не какая-то там коллекция, не какой-то там особый набор. Просто это то, как сложилось, как вышло, в общем. Но у каждой покупки, у каждых часов есть какая-то своя предыстория. И раз уж я начал об этом говорить, вот эти пульсары. Очень классные часы, симпатичные. Мне они очень понравились. Я хотел их купить, я их искал, я их нашел. И я ждал специально своего дня рождения для того, чтобы я их купил. Порадовать себя подарком. К сожалению, я ношу их не так часто, потому что они достаточно большие. То есть они 42 мм в диаметре. И у меня небольшое запястье. И для меня они кажутся великоватыми. Поэтому я ношу их редко. Поэтому сравните рядом. То есть узнаваемый такой стиль от Seiko. Пульсары Lorus это суббренды Seiko. Оба выполнены в таком пилотском стиле. Поехали дальше. Вот эти Field Watch, полевые часы, вы их уже видели неоднократно. На них я их купил с рук, то есть не новыми, но при этом очень сильно их полюбил и много их носил. Они мне понравились своим внешним видом. У них есть механизм китайский механизм, но клон чего-то то ли японского, то ли швейцарского. Что мне нравится в этом механизме, так это то, что у него есть стоп-секунда, у него есть ручной завод и быстрая смена даты. То есть все, что хочется иметь от механических часов, не знаю, может, кроме дня недели, из таких основных фич у этих часов все есть. Что еще интересно, я купил их очень дешево, меньше чем за $20 в пересчете. И поэтому мне было не очень страшно экспериментировать с ними. Что я делал, вы видели, наверное.
Я полировал стекло от царапин и наносил люм на метки и стрелки. В общем, для меня это стали такие часы для экспериментов. То есть они не очень дорогие, но при этом достаточно любимые. Часы Восток Классика. На моем канале есть обзор на эти часы. Вернее, даже не совсем обзор, а распаковка и быстрый обзор. Они очень классные, клевые, с ручным заводом. 17 камней. Маленькая секундная стрелка. Достаточно тоненькие. Но вы можете посмотреть более полное видео. Я их не ношу часто, потому что мне не приходится часто надевать рубашку и иметь такой строгий стиль одежды, где мне понадобились бы костюмные часы. Но они мне очень нравятся, симпатичные и при этом стоят недорого. Дальше. Еще одни Восток. Их тоже я демонстрировал на своем канале. Я делал распаковку, также делал обзор полный этих часов. Также у меня есть видео, в котором я, собственно, меняю безель, ремешок. Я оставлю вот здесь вот ссылочку, где вы сможете посмотреть подробнее, ссылку на полный обзор. Последний оставшийся это вот эти Востоки. На эти часы также у меня есть видео, даже два. В первом я делаю распаковку, во втором я также меняю безель и вот ремешок. И это вторые мои любимые часы, вот наряду с этими. Почему я говорю любимые? Я замечаю, что ношу их больше всего. Далее, такие вот часики, далее, они вот выполнены также в стиле пилотских часов. Кстати, наверное, я сделаю видео про пилотские часы. Что интересно, дизайн этих часов, они выполнены в стиле немецких флигеров времен войны. Ну, это китайские часы. В них есть японский механизм Seiko NH35, достаточно распространенный. Что примечательно, сапфировое стекло. И еще это самый яркий люм в часах, который у меня есть. Я, наверное, сделаю видео сравнение, но вот у них вот самый яркий. И все это, примерно за 100 баксов с Алиэкспресс. Часы с Алиэкспресс — это такая интересная тема, может быть, коснусь ее в одном из своих видео. Но это, наверное, единственные часы китайские, которые у меня есть. Есть очень много красивых и интересных часов по доступной цене, которые я хотел бы, наверное, купить в Китае. Но пока у меня другие планы, пока не решаюсь. Далее. Полевые часы. Еще одни полевые часы в моей коллекции. Это Timex. Еще одна тема, которую я хотел бы, наверное, затронуть, кроме пилотских часов, это вот полевые часы. Хочу сделать видео на эту тему. С точки зрения характеристик, с точки зрения того, что эти часы представляют собой, собственно, ничего особенного. Кроме их дизайна, кроме их внешнего вида. Они достаточно симпатичные, очень красивые. Да, у них небольшая водозащита, 50 метров, да, головка не закручивающаяся. У них нет Indie Glow, который есть у других таймексов. И люм у них, просто отстойный. Причем люмом покрыты только стрелки, но не метки. Но в плане внешнего вида они мне очень нравятся. Продолжение темы Military — это мои КХС. Я тоже вкратце про них рассказывал в своем предыдущем видео.
такие тактические часы, очень хорошая читаемость, производит впечатление таких массивных, неубиваемых часов. То есть, если бы я полез лазить по скалам, я бы не испугался их надеть. Вот такие вот часики. Это третьи, наверное, часы из моей коллекции, которую я вам продемонстрировал, и которые являются наиболее любимыми в категории часов, которые я носил больше всего. Далее. Citizen. Очень много фич в этих часах, так что я даже хочу снять отдельный обзор на них. Если вкратце, хронограф, будильник, разные часовые пояса, дни недели, дата, они могут показывать месяц, они радиочасы, то есть они могут принимать радиосигнал, стекло сапфировое, корпус и браслет титановые, то есть они очень легенькие. Если представить стальные часы в таком массивном корпусе и с таким браслетом, они бы весили, наверное, практически в 2 раза тяжелее, чем эти. Ношу я их немного, потому что они самые большие часы, которые у меня есть. Они вообще 44 миллиметра. И также они для меня великоваты. Вот. Далее, думаю, что это 4-е и последние часы в категории любимых моих часов. То есть часов, которые я носил больше всего из всех, что я продемонстрировал. Это Casio G-Shock квадратные, которые я уже показывал на своем канале, делал обзор. Вот здесь снова оставлю ссылочку на полное видео, можете посмотреть. Что круто по поводу этих часов, что они практически не изменились за 30 лет, но, по моему мнению, до сих пор остаются актуальными в плане дизайна, а в плане функций, конечно, они прирастают функциями. То есть они радиочасы, мультибенд, они принимают сигнал, и так далее. Посмотрите полное видео. Такие вот клевые часики, мне очень нравятся. Кстати, про Casio. Еще одни часы. Я их приобрел, просто потому что они очень клевые, культовые. Они нисколечко не крутые, но в этом вся и прелесть. То есть они стоят очень недорого, и вот точно за 30 лет они вообще не поменялись. Не приросли ни функциями, не поменяли ни дизайн, разве что подсветка, может быть, немножко изменилась. Но как они были какими 30 лет назад, так они сейчас такие есть. И это очень клево. И цена их очень доступна, и люди до сих пор их покупают с удовольствием. Еще одни Casio. Но это, наверное, первый Casio, который у меня есть, если что я продемонстрировал. Что в них интересного, это несколько часовых поясов, которые отображаются одновременно. Основной часовой пояс снизу, дополнительный сверху. То есть, если вы путешествуете, ездите в разные города, это достаточно удобно. Еще одна особенность интересная у этих часов – это наличие компаса. То есть часы, которые показывают стороны света, и это очень удобно в походе. Кроме сторон света они показывают температуру. У них есть датчик температуры. Собственно, такие часики. Кстати, я когда ходил в поход, как раз их надевал. Такие не G-Shock, но тоже, я бы сказал, неубиваемые. Или, по крайней мере, их можно убивать. Далее. Необычные часы. Сразу скажу, это марка Garde. Но снизу, если вы обратите внимание, написано Rula и Funk Ua. Rula — это немецкая марка часов. Funk Ua
по-немецки означает радиочасы, то есть радиоконтролируемые часы. Вот это первая фишка. Ну, скажем так, первое это то, что часы сделаны в Германии, немецкие часы. Второе, что это радиочасы. Третья особенность это то, что они показывают дату и день недели. Вот я продемонстрирую. Нажимаю на заводную головку, как на кнопку. Так, 9 число, сегодня 9. Нажимаю повторно МО, Монтаг, это по-немецки понедельник. Ну, из неудобств теперь нужно ждать, чтобы секунды дошли вот до этого показания, 35 секунд. После этого секундная стрелка продолжит свой ход. И третья фишка это то, что сапфировое стекло. Сапфир очень прочный минерал, прочнее, наверное, только алмаз, поэтому обычно у часов с сапфировым стеклом не бывают царапин на стекле. Вот вы видите, секундная стрелка пошла. Секунда уже отображает актуальное время. Вот, собственно, и все. Не то чтобы какая-то коллекция и все эти часы у меня появились как-то спонтанно. Нет в этом наборе какой-то особой закономерности. То есть что-то мне встречалось, в продаже я брал, что-то я увидел в фильме, хотел найти, искал, находил, покупал. В общем, как-то вот собралась такая коллекция у меня. И что-то из этого, видимо, я продам, и что-то я еще хотел бы приобрести. Я бы хотел приобрести дайверские часы. Я думал о Orient. У них, мне кажется, хорошее сочетание цена-качество. Или же, может быть, это будут Citizen автоматический или EcoDrive. Может быть, на замену вот этим. Посмотрим. Еще бы я хотел приобрести Seiko 5. Что пока меня удерживало от приобретения Seiko, это, по моему мнению, они жадные жлобы, которые взвинчивают цены на свои часы. Если я смотрел какие-то обзоры 2-летней давности, 3-летней давности и сравнивал цены, которые фигурируют в этих обзорах, сравнивая с сегодняшней ценой, мне кажется, что Seiko просто слишком жадные. Но тем не менее хочется пощупать и иметь у себя Seiko. На этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. Я не уверен, что понравились все или хоть одни часы из этого набора. Но тем не менее, было бы интересно услышать ваше мнение. Не судите строго. Мой вкус, он формируется. Ну, как-то так. Если вам не трудно, поставьте лайк этому видео. На этом прощаюсь. Всем пока.